Измена– повод работы над ошибками. 100% это так. Почему? Отношения– это всегда ответственность напополам. 50% ответственности за одним партнером, 50% за другим. Если случается измена, не бывает так, что один виноват, а второй нет. Да, той стороне, которой изменили, которой обидно, где злость и боль, хочется очень полностью обвинить того изменщика, что он виноват, а я вообще ни в чем не виновата. Я же и завтраки ему готовила, и рубашки стирала. И пофиг, что у нас 2 месяца секса не было. Или что он уже 10 лет непонятно какой. Я же все делала для него. Думает так часто, к сожалению, женщина. Почему думает? Потому что мало информации про это знает. Всегда ответственность напополам. Поэтому ошибки были и с одной стороны, и у одного партнера, и у другого. И если вы узнаете про измену, это замечательный момент остановиться и начать анализировать, что я делала не так. Вам будет легче всего начать анализировать, что он делал не так. Обвинять его, придираться к нему, искать у него какие-то дефекты, обвинять, обвинять и еще раз обвинять. Это легко. И вы можете найти легко, что он делал не так. Но вы не продвинетесь дальше, если вы найдете только с его стороны косяки и начнете ему тыкать в них, а он начнет защищаться, потому что его обвиняют, а про свои 50% ответственности ни слова не говорят. Поэтому самое полезное, что здесь может сделать мудрая жена, остановиться и не идти этим, казалось бы, легким обманным путем, искать ошибки у него. Найти сначала ошибки у себя. Вот представьте, я вам сейчас расскажу пример. Это случается крайне редко. В моей практике клиенты, которые ко мне приходят, еще ни одна женщина не пришла готовая, сделавшая уже так. Часть женщин пробовали это делать после того, как мы проводили психологическую работу, был период психологических сессий, но ни одна еще не пришла, которая бы делала так. Может быть, такие женщины есть, просто им тогда психолог уже не нужен, они сами решают эту проблему. Вот сейчас представьте картину. Есть, допустим, Маша и Саша. Они 30 лет в браке. Тут Маша узнает, что Саша изменяет, например, со своей помощницей на работе. И Маша оказалась мудрой женщиной. Она взяла паузу. Например, взяла детей, отвезла к маме, к бабушке, взяла себе, купила какую-то путевку в санаторий, не куда-то, знаете, в Турцию, где вечеринки и знойные мужчины, а в санаторий, в лес, где сосны, где санаторное питание такое диетическое, чтобы еще и похудеть за это время, с пользой провести время, где сосны, тишина, природа, какие-нибудь ретриты, медитации, где есть время остаться наедине с собой и поискать эти ошибки. И вот она провела там неделю искала ошибки у себя, со своей стороны, что я делала не так. Она нашла эти ошибки. Дальше она задумалась, как это можно исправить. Из позиции «я попробую исправить со своей стороны что-то», проговорю с ним, это будет открытое действие, исправлю со своей стороны, что было не так в наших отношениях. Если он среагирует на это положительно, тоже захочет что-то исправить, то, возможно, наш союз сохранится, и мы дальше пойдем по жизни вместе. Если он не захочет и со своей стороны ничего не исправит, и с моей стороны то, что я сделаю, будет недостаточно, окей, мы расстанемся, но я хотя бы попробую. Представляете, какая мудрая женщина? Вот она провела неделю в этом санатории, выписала все свои ошибки, подобрала каждый вариант решения, вернулась домой, села с мужем со своим, поговорила спокойно, без эмоций, сказала: послушай, Саша, я тебя люблю. Я знаю, что ты изменяешь мне на работе с помощницей. Мне от этого больно. Но я не хочу сейчас обвинять тебя. Я считаю, что в отношениях виноваты оба, когда что-то случается плохое. Я хочу попробовать спасти наш союз. Я хочу вот, давай месяц попробуем прожить без измен по-новому. Дай месяц времени мне внести кусочек, свой вклад, трансформацию, внести трансформацию в наши отношения. Я тебя просто прошу, месяц мне не изменяй.
И давай посмотрим, что будет потом. И она этот месяц живет по-новому, исправляя свои ошибки, делая там как-то иначе. Вот расскажите эту историю любому мужчине. Любой мужчина остановится и подумает: вау, какая мудрая женщина. Никаких обвинений, никаких истерик, никаких громких слов: ты меня предал, ты ничтожество, или я жить без тебя не могу, никакой жертвенности. Представляете такую женщину? Насколько это умная, мудрая женщина была бы. К этому приходили некоторые женщины со мной во время консультации, мы пробовали это сделать, и ряд этих случаев принес положительные изменения, отношения действительно стали другими. Ряд нет, потому что невозможно. Не бывает один человек виноват, и значит не, один человек, не может один человек изменить полностью ситуацию. Но это самый мудрый поступок из возможных.